Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно обмена между игроками, на секундочку, материалами, данными, активами и так далее, все, что связано у нас с инженерами. Да, довольно интересная история получается, но обо всем подробнее далее, и для чего это нужно, я тоже, естественно, расскажу. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Что касательно материалов, которые у нас в горизонтах для улучшения кораблей, корабельного вооружения, модулей и прочего, с ними никак, друзья, к сожалению, не получится, но это нам и не нужно, потому что мы можем, грубо говоря, их фармить в довольно большом количестве, как-никак, и довольно быстро относительно Одиссеи. Плюс есть торговцы материалами, которые нормально их обменивают, а не как этот, бармен, который половину просто, напросто не может. В общем, тут, ребята, с этим делом мы в пролете. А вот что касательно того, что у нас в Одиссее, тут у нас полностью развязаны руки. Прежде чем покажу как, расскажу, зачем это нужно. Представьте вот то, что вы полетели фармить материалы, вот эти все новые, я имею в виду активы, товары и данные по моему гайду, да? Если вы полетите толпой, скажем так, то потом вы сможете друг с другом обменяться. То есть, допустим, одна планета, различное количество поселений, различное количество игроков, а потом просто друг другу накидывать то, чего нет у другого. Из серии опроса общественного мнения у кого-то там 20 штук, а инженер уже у него открыт, и он просто-напросто скидывает это тому, у кого этого нету. Также касательно всего остального. И это довольно удобно. В общем, собственно, что мы делаем? Мы заходим либо на ТРП, либо на корабль. Управление снаряжением, и все очень просто. Заходим в активы, допустим, вот я хочу дать ему графен, допустим, из товаров я хочу дать ему биохимический агент, ну и из данных что-нибудь, то, что не жалко, что тут есть в большом количестве. Выбираем, ну, допустим, вот данные об объеме добычи пусть будет. Подтверждаем. Все это сейчас находится у меня. Теперь он стоит и ждет, чтобы это дело подобрать. Я захожу в рюкзак, нажимаю Q, иду в рюкзак и в этих разделах уже скидываю. То есть вот, пожалуйста, бросить предмет, он сбрасывается. Вот еще раз бросить предмет, он сбрасывается. И еще раз, друзья, сбрасываем предмет, данные тоже сбрасываются. И вот, пожалуйста. И человек это непосредственно подбирает. И таким образом можно спокойненько обмениваться всем, чем только хочется, для улучшения пушечек, для улучшения комбинезончиков и так далее. И еще один интересный момент. Когда вы фармите в поселениях товары, вот эти все, которые вы кладете в рюкзак, не данные, они для всех одинаковые. То есть что это означает? Открываете ящик, и кто успел, тот и взял. Тому и принадлежит. Но с данными, ребята, не совсем так. Допустим, вы найдете терминал, панелечку маленькую, в которой будет опрос общественных мнений, опять-таки, чтобы было понятно, говорю именно о них. Вы их собираете и зовете своего кореша, который с вами там находится в поселении, и он может тоже их взять и вам скинуть. Так что вместо одной вы получите две, если, конечно же, ему тоже это не нужно. А это довольно интересно. И, наверное, специально под эту тему я сделаю чат у себя в Дискорде, так что ссылочка на него в описании, чтобы люди смогли совместно фармить материалы и обмениваться ими, если хотят. И если это будет им нужно. А у меня на этом все. Все полезные ссылочки на различные плейлисты и социальные сети в описании. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.